Начну, пожалуй, с предыстории. Однажды мне позвонила заказчица Катя и говорит: Вань, слушай, у меня есть квартира в центре города, 200 плюс квадратов, с высотой потолков в гостиной 9 метров. И когда я увидел это огромное пространство, сейчас покажу вам здесь фото, как здесь все это было, напоминало оно больше такой религиозный объект. Здесь неплохо разместился какой-нибудь храм или придомовая церковь. И еще одним таким маленьким нюансом, который не совсем соответствовал желаемой стилистике будущего интерьера, были вот эти вот арочные окна. Их довольно-таки малое количество. Еще одним минусом исходной планировочной организации была большая прихожая, порядка 30 квадратных метров, из которой мы попадали в гостиную через узкий, несоизмеримый по масштабу дверной проем, всего лишь 90 сантиметров по ширине. И также у нас была вторая дверь, ведущая в смежную комнату. Для себя я сразу поставил задачу максимально объединить эти три пространства. Добился это какими методами? В третьем смежном помещении было решено разместить кабинет. Поскольку кабинет не требовал жесткой свето- и звукоизоляции, я применил уже встречающиеся ранее в своем первом проекте лофт-перегородку компании Decus. Поскольку эта перегородка расположена у нас под углом, а перекрытие второго этажа, посмотрите, обратите внимание, имеет обратный угол. Для чего это было сделано? Для того, чтобы придать динамики по пути движения, перемещения по квартире. Второго этажа, кстати говоря, здесь тоже не было. Он появился в связи с необходимостью организовать выход на эксплуатируемую плоскую кровлю. Ну и плюс ко всему, заказчица всегда хотела иметь загородный дом, но пока такой возможности у нее нет, купила себе квартиру, похожую на загородный дом. Теперь немножко расскажу про это перекрытие. Оно сделано из металлических конструкций облегченных. С ним тоже были некие нюансы, потому что, дабы разместить здесь перекрытие, необходимо было нам поставить опорные столбы, на которых бы оно держалось. Оно же не может парить в воздухе. Плюс тут довольно-таки приличная высота, порядка 3 с небольшим метров, и необходимо было разместить где-то лестницу. Лестница тоже имеет необходимое количество ступеней для подъема на такую высоту и так далее. Также прошу обратить внимание, что уровень потолка антресольного этажа сделан вровень с уровнем потолка прихожей. Создается эффект, еще раз подчеркивается эффект перетекания пространства. Все три пространства, прихожая, гостиная, кухня и кабинет, работают на восприятие друг друга, создавая такую единую концепцию. Кстати, дровник, вы наверняка обратили на него внимание, это чисто декоративная штука. Дровами здесь никто не пользуется, у нас здесь нет печей, камин у нас паровой. Смягчает интерьер, в принципе, для этого он и сделан. И также дает отсылку к истории загородного дома. Также в этом дровнике у нас спрятан один из опорных столбов второго уровня гостиной кухни. Еще одной акцентной фишкой этой гостиной является камин. Это паровой камин. Представляет собой такая новая штука, я для себя ее недавно открыл, фирма Real Flame. Представляет собой, по сути, парогенератор с подсветкой. Очень удобно в эксплуатации, просто там есть 3 резервуара, вы открываете крышку, заливаете туда воду, он включается с кнопочки, как ночник. То есть пришел домой вечером, включил на кнопочку, у тебя загорелся камин, нужно дрова разжигать и так далее. Не живой, конечно, но когда нет такой возможности, классная штука. Встраиваемая 1,5-метровая кассета, в данном случае обстроена гипроком, имитирована полка. Все это уходит наверх, как будто с имитацией дымохода. Ну, в общем, вот, в принципе, и все, что я хотел про него рассказать.
Конечно же, квартира огромная и требовала колоссальных вложений, поэтому было принято решение, это такая была просьба у заказчика, сделать все стильненько, так супер стильненько, и при этом максимально недорого. Конечно, максимально недорого не получилось. Здесь есть такие акцентные вещи, как, допустим, там винтовая лестница, здесь очень хорошая техника. Было принято решение просто на этом не экономить. Но, допустим, вот вся мебель, которая сделана в этой квартире, до единой полочки, вся каркасная мебель, корпусная, это и шкафы, мы с вами перейдем дальше потом в кабинет, это вся такая спальная история. Сделаны одной компанией Беркана, моими партнерами, мы с ними уже сделали там ряд объектов, делается это очень круто, качественно и сравнительно недорого. То есть можно, конечно, и дорого, если выбрать дорогие материалы, а можно сделать так, бюджетненько. Кстати, обратите внимание на окна второго этажа, они были у нас такими маленькими, невысокими. Я их оформил выступающим откосом по периметру и опустил вниз этот откос, закрасив промежуток между ними. В итоге получилась имитация такого, знаете, вытянутого большого окна. Кстати, что касаемо оформления этой вот зоны прихожей, тут видите, такое у нас использованы деревянные рейки, сделаны из дуба, срощенные, отличное качество. Зеркало с подсветкой, просто на короб каркаса с гипрока приклеивается толстое зеркало 8 мм толщиной и готов прием. Тут получилась еще очень интересная входная группа. Я разместил круглое зеркало с контурной подсветкой, тоже оно делается на каркасе, просто вырезается зеркало и клеится. Там сделана диодная лента. По правой стороне у нас мох. Мох очень хорошо работает на контрасте с графитовым цветом, с цветом дерева. И прикольная получилась фишка. Сзади меня расположен шкаф в гардеробную. И за счет отражения двух зеркал создается эффект такой бесконечности. Так прикольно получилось. Также этот сублимированный мох использован в гостевом санузле. Такое получается сочетание природных материалов. Плитка с имитацией от дерева, черный мрамор и такая зеленая яркая акцентная история. Единственное, что нужно очень аккуратно пользоваться. Заказчица хотелось, чтобы здесь было все в мхе. Но мох в контакте с водой, он не очень хорошо себя ведет, поэтому очень аккуратно. Ну, благо, санузел гостевой. И по периметру в границе переход между плиткой и мхом, который у нас довольно-таки объемный, сделан алюминиевый накладной профиль с диодной лентой. По периметру буквой «П». И он очень классно работает на освещение лица, когда умываешься, там, красишься. Мои любимые двери София Doors. София компания. Очень красивый материал под американский орех с металлической окантовочкой. Двери высокие, 2,40 высотой. Ну, мне нравится, прикольно. И ручки, видите, такие тоже поддерживают материал оформления дверного полотна. Сейчас я хочу показать вам одну из спален, такая получается мужская половина квартиры, и пройдем мы в нее через кабинет, смежный с гостиной. Что у нас в кабинете? Кабинет решен в таких брутальных цветах. Сделана вся мебель, опять же, одной и той же компанией Беркана. Взяли мы за основу, как пример, Wall System, стеновые системы от компании Polyform. Ну, сделали такой некий наш аналог. Конечно, наверняка отличается, но в целом концептуально смотрится так же. Что еще? Посмотрите, как классно смотрится с этой стороны кабинета, как они классно работают, эти стеклянные перегородки. Здесь у нас на просвет наша потрясающая прихожая, а через эту стационарную часть мы видим гостиную. Ну что, а через потайную дверь Invisible, покрашенный в цвет
стены тоже от компании «София» мы попадаем в мужскую спальню. Мужская спальня. 40 квадратных метров помещения. Когда заказчик ко мне обратился с просьбой сделать спальню в 40-метровом помещении, я думаю, поставлю кровать даже очень большую, там 2 на 2 метра. Прижму я ее к стенке, и что у меня останется еще там 36 квадратных метров. Что я буду здесь еще располагать? Гостиная есть, кабинет есть. Даже кухню можно было здесь разместить, но она тоже есть. Вот, поэтому было принято решение сделать такую вот прозрачную конструкцию, ламельную, за которой у нас расположилась гардеробная. А именно непосредственно за ламельной конструкцией у нас расположились прозрачные полки для обуви. Когда их включаешь, они имеют подсветку в торец. Очень прикольно смотрится со стороны спальни. Я сейчас позже покажу. Кстати говоря, шкафы, вот на чем я бы хотел сделать акцент. Эти шкафы тоже делали ребята из компании Беркана. То есть наши ребята, это был наш пилотный проект, я использовал здесь какие-то дорогие итальянские системы, когда проектировал. И была задача сделать какой-то аналог. Вот вся эта гардеробная история обошлась заказчику порядка 1 миллиона рублей. При том, что даже наши отечественные аналоги стоили в 1,5-2 раза дороже, не говоря уже про Италию, про оригинальные системы. А из спальни мы попадаем в личную обитель, большая ванная комната. Вы видите, что у нас в этой ванной комнате образовалось 2 уровня ступеней. Сначала он был один в проекте, но потом, когда возникла необходимость обеспечить систему водоотведения в душевой кабинке, есть такие небольшие проблемы с подключением к фановым трубам, пришлось сделать 2 уровня, и для того, чтобы это все дело нивелировать, было принято решение мной сделать 2 ступени. Фоновая стена за ванной у нас оформлена деревянным планкином, впрочем, как во всей квартире. Вы можете обратить внимание на разбежку этого деревянного планкина. Сначала он имеет шаг 1, довольно-таки мелкий, а потом переходит к крупному. Тем самым придается некая динамика. Кстати, мы разместили даже здесь искусственные цветы. Они очень классно всегда сочетаются с графитовым цветом и цветом дерева. Вот эти конструкции под полочки, как некая система хранения открытая, они выполнены тоже из гипсокартона, просто покрашены влагостойкой краской. И фоном также насквозь у нас проходит оформление деревянным планкином. В качестве душевой перегородки здесь использована та же перегородка компании Decus, сварной стальной каркас и стекло. Поскольку она идет буквой Г и не имеет никаких точек крепления, это отличная альтернатива стандартным душевым ограждениям. Здесь, что касаемо зоны умывальника и столешницы, очень удобно сделана зона для того, чтобы приводить себя в порядок перед всякими мероприятиями. То есть, опять же, накладное зеркало, опять же, в алюминиевом профиле у нас диодная лента, по которой я ранее говорил. Недорогая история, копеечная, я бы сказал. И акцентное круглое зеркало с подсветкой над умывальником. В общем, проект, ребят, был непростой, но мы с ним вроде как справились. Кстати говоря, вот Наталья, руководитель фирмы «Радар», которая выполняли здесь все строительные работы. Работалось нам с Натальей довольно-таки легко, да, Наталья? Хоть и сложный был проект, но я считаю, что мы с ним справились совместно. Заказчик остался очень доволен. Прекрасно.
кстати, вот на втором этаже расположилась маленькая кухонька для удобства пользования. Загораешь, допустим, на крыше, пришел, здесь попил чайку, налил себе чего-нибудь охлаждающего. И, кстати говоря, чуть не забыл рассказать, такая фишка тоже чисто дизайнерская. Видите эту линию? Она у нас идет по всему периметру комнаты и выходит вровень в толщину перекрытия. Получается такой, как закольцованная история, на которой тоже разместились треки со светильниками поворотными. Ну, такая вот фишка. Одна из. Очень часто встречаются такие решения, когда люди четко пилят границы между кухней и гостиной, при совмещенной кухне и гостиной. Я стараюсь всегда эту границу стереть, делаю плитку только в тех местах, где она реально необходима. То есть в мокрых, грязных зонах около плиты, около мойки, после мойки и так далее. Чего мы добиваемся этим приемом? Напольное покрытие под дерево у нас проходит под островом и как будто бы растворяется там, в зоне кухни. Нет четкой границы. Понимаете, в этом есть какой-то нюанс. Ну что, друзья, пожалуй, на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи на следующем объекте. Пока!